Всех приветствую. Прошло уже несколько дней, можно записать обновление обзора. По биткоину у нас, как мы видим, обзор отыграл частично. То есть мы снизились, пошли наверх, но нас здорово обвалили. Что здесь может быть? Скорее всего, здесь восходящее движение пока завершилось. Пятерку я бы переставил сюда. Но стоит отметить, что как только мы пришли в зону, сразу же мы ушли вниз. То есть зона была рассчитано верно. Давайте удалим это и удалим это. Что можно ожидать сейчас? У нас сейчас идет снижение вниз. Судя по движению, по последнему движению, давайте поближе посмотрим. Вот это похоже на заходной импульс. Здесь 5 волн. Вниз также прошло 3. Что говорит о коррекционном характере движения? Какой сейчас может быть план действий? Давайте вернемся на 4 часа. Сейчас вполне вероятно вот такие движения. Либо мы идем как 1, 2, 3, 4, 5 дальше. Либо мы идем, здесь у нас 1, 2, и мы идем вниз еще, и потом только наверх. То есть это был А, Б, С. Давайте посмотрим, какие уровни поконкретнее. Если это заходной 1, то ближайший уровень, до которого мы можем дойти, это как раз совпадает с пиком волны предыдущей. То есть вот сюда мы можем дойти в третьей волне, потом на коррекцию, потом дальше в пятую. Если же мы пойдем ниже, так, давайте сначала посмотрим, завершилась ли коррекция. Если это все-таки коррекция вот к этому импульсу, то мы должны прийти вот сюда, что в принципе можно считать за выполненную цель, потому что мы ее уже цепанули. Если все-таки мы уже идем вниз, что, конечно же, по мне так меньше вероятности. Здесь потому что откупают, смотрите, какие хвосты на 4 часах. Откупают. Я все-таки думаю, что мы пойдем наверх. Но если все-таки вниз, надо рассматривать такой вариант тоже, то у нас цель, ну вот сюда. Ну вот я как раз сюда и нарисовал. Будем смотреть, куда пойдет движение. Наиболее вероятно все-таки наверх, так как здесь 5-волновая структура. Но это может быть также и волной А, Б, С. Волна А также имеет импульсную структуру. Что у нас по эфиру? По эфиру отработало лучше. Также пришли в зону, откуда развернулись. Также зона посчитана верно. Пошли наверх. Сюда можно это убрать. Что у нас дальше? Если посмотреть поближе на часовике, то здесь мы видим такую же ситуацию. 5 волн наверх, 3 волны вниз, что говорит о возможном движении наверх. Как минимум на еще одну волну, будь то волна С, либо 3. А, Б, С, либо 1, 2, 3, 4, 5, дальше пойдет. Но пока выстрел наверх должен быть. Давайте глянем Ripple. Ripple у нас также идет по плану. Волна 3, но она вполне вероятно отработала. Ну, либо здесь, надо будет смотреть более подробно. Но четверочка как раз уже началась в любом случае. Сходили вниз, сходили наверх. Мы не пересекли волну 1, поэтому можно с уверенностью говорить, что это до сих пор продолжается волна 4 и импульсное движение в силе. Давайте посмотрим, куда продлится восходящее движение, если структура верна. Если структура верна, то зона по-прежнему актуальна. Мы спокойно можем сходить до 0.37, получается, нижняя граница. Но я бы больше рассматривал также пик волны 3. То есть до сюда мы можем по-прежнему добить. Давайте нарисую, ожидая сюда. По рублю также мы пробили треугольник вниз, как и ожидалось. Сразу вверх не пошли. Но по-прежнему актуален вопрос, насколько мы сходим вниз. Либо это правда была коррекция в волне 2, и мы пойдем наверх, либо это движение пробьет дно. Либо мы где-то вот с этих уровней уже пойдем наверха, либо мы пробьем дно, здесь уже будем ожидать заходной какой-то, и потом пойдем наверх. Дальше давайте посмотрим Dash, мы прогноз сделали. По Dash мы пошли выше, как ожидалось. Даже пробили пик и пошли дальше. Что нас ожидает сейчас? Как видно из графика, по-прежнему актуальны лонги. Мы сходили выше, и с большей вероятностью мы сможем достичь пиков перед тем, как пойти вниз. Давайте это проверим. Расчетная зона волны 5 у нас вот здесь.
Ну, либо он так пойдет, либо еще раз вниз и так. Так я вижу этот график. Так, давайте посмотрим Litecoin. Так, по Litecoin у нас тоже неплохо все прошло. Ходили вверх, вниз, и в этой зоне ожидается поход наверх, как я рисовал ранее. Дошли ли мы до конца коррекции? Сейчас посмотрим. Так, мы добили до уровня 0.618, что является оптимальной зоной коррекции для четвертой волны. Давайте посмотрим структуру заходного импульса, но она также пятиволновая, как и на биткоине, на эфириуме, и прогноз такой же. Давайте это удалю. Прогноз такой же. Здесь получается у нас что-то типа развилки. Либо это у нас 1, 2, и мы пойдем дальше 3, 4, 5 туда, либо мы пойдем в зигзаг, потом вниз и потом только наверх. Здесь нужно будет следить за ценой. В комментариях, я помню, еще просили Трон. Давайте быстренько глянем. И все на сегодня. Так, на 4 часах посмотрим. Судя по объемам, судя по индикаторам, по движению графика, это еще не завершение. Вполне вероятно, пойдем еще выше. Как я обычно и смотрю, минимальные цели – это пик предыдущий. То есть либо сюда, либо, как видите, заходной он один и тот же, короче, как и на многих монетах. Ну, либо вот так. Я по-прежнему ожидаю достижения этого пика хотя бы еще один раз. Если даже мы пойдем сильно вниз, то вот здесь я по-прежнему еще вижу вероятность, что сюда дойдет. Подписывайтесь на канал, пишите свои комментарии, свои мысли, ставьте лайки. Удачной торговли, счастливо!